Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных булочек-плетенок. Если вы их попробуете, то другие есть уже просто не захотите. Секрет вкуса этих булочек заключается в дрожжевом тесте на сметане. Список всех необходимых ингредиентов я оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Итак, начнем. Сначала готовлю опару. Здесь 140 мл теплого молока. Жирность моего молока 2,5%. Вы можете взять молоко любой жирности, по вашему вкусу. Здесь 50 грамм сахара. Из общей массы беру 1 столовую ложку, добавляю в молоко и перемешиваю. Температура молока должна быть не ниже 36 градусов. Добавляю 25 грамм прессованных дрожжей. Если у вас быстродействующие сухие дрожжи, то возьмите 8-9 грамм. И хорошо перемешиваю, чтобы дрожжи растворились. Накрываю стакан и убираю в теплое место на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать. Теперь готовлю тесто. В миску кладу 2 яйца. Яйца должны быть комнатной температуры. Сахар. 10 грамм ванильного сахара или ванилина по вкусу. И щепотку соли. Это примерно 3-4 грамма. Добавляю 160 грамм сметаны. Жирность моей сметаны 20%. Вы можете взять сметану любой жирности по вашему вкусу. Сметана должна быть комнатной температуры. И все перемешиваю венчиком до однородности. Добавляю подошедшую опару. И снова все перемешиваю. Здесь у меня 650 грамм просеянной пшеничной муки высшего сорта. Муку добавляю частями и замешиваю тесто. Сначала мешу тесто лопаткой. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Муки может уйти или чуть больше, или чуть меньше. Это будет зависеть от вашей муки. Теперь лопатку убираю и буду месить тесто руками. У меня мука ушла вся. Даю тесту немного отдохнуть, 10-15 минут. Теперь добавляю 100 грамм размягченного сливочного масла комнатной температуры. Жирность масла 82,5%. Вмешиваю масло в тесто, пока оно не станет гладким и однородным. Я месила тесто примерно 10 минут. Оно получилось мягким, эластичным и не липнет к рукам. Миску накрываю пищевой пленкой и убираю в теплое место на час-полтора. Я ставлю тесто в духовку, включенную на минимальный нагрев примерно на 40 градусов. Тесто должно увеличиться в объеме не менее чем в 2 раза. Пока тесто поднимается, готовлю начинки. Одну булочку приготовлю с чистой карамелью. Для второй смешиваю карамель с орехами. Здесь у меня 70 грамм готовой карамели. В ее составе кокосовые сливки жирностью 33%,
концентрированное сливочное масло жирностью 99,8%, сахар, розовая соль и кокосовая стружка. В карамель добавляю 60 грамм молотого жареного арахиса. Можете заменить его на любые другие орехи по вашему вкусу. Перемешиваю все до однородности. Накрываю миску крышкой и пока отставляю в сторону. Для начинки третьей булочки беру 30 грамм коричневого сахара. Если у вас нет коричневого сахара, можете заменить его на обычный белый. И 1 чайную ложку с горкой корицы. Количество корицы по вкусу. Перемешиваю все до соединения ингредиентов. Накрываю миску крышкой и пока отставляю в сторону. Прошло 50 минут, а мое тесто уже хорошо поднялось. Коврик притрушиваю мукой. И выкладываю подошедшее тесто. Руками формирую из теста прямоугольник. И складываю его конвертиком. Поочередно заворачиваю все 4 стороны теста к центру. Переворачиваю, чтобы конвертик не раскрылся. Накрываю тесто миской и оставляю его отдохнуть на 15-20 минут. Через 15 минут тесто снова хорошо поднялось. Дольше держать его под миской нет смысла. Снимаю миску и снова руками раскрываю тесто в прямоугольник и снова складываю в конвертик. Переворачиваю, чтобы конвертик не раскрылся, накрываю миской и снова оставляю отдохнуть на 15 минут. Через 15 минут тесто снова подошло. Я его взвешу, чтобы разделить на 3 примерно равные части. Чашу весов я заранее притрусила мукой. Вес моего теста 1 килограмм 212 грамм. Делю его на 3 кусочка. Вес 2 кусочков у меня получился 407 грамм, а третий кусочек весом 398 грамм. Каждый кусочек теста немного обминаю. Пока буду работать с одним кусочком, 2 других накрываю пищевой пленкой. Скалку натираю мукой и раскатываю тесто в прямоугольный пласт. Тесто мягкое, податливое, работать с ним очень приятно. Руками немного поправляю края прямоугольника. Тесто слишком тонко раскатывать не нужно. Толщина пласта должна быть примерно 7-10 мм. Начинку из карамели и орехов при помощи ложки равномерно распределяю по пласту теста, не доходя до краев прямоугольника. Теперь сворачиваю тесто в рулет по длинной стороне прямоугольника. Защипываю края рулета и немного раскатываю. Концы рулета я также скрепляю. Немного отступив от края, при помощи шпателя для теста разрезаю рулет на 2 части. Разворачиваю разрезанные полосы так, чтобы они смотрели наружу.
и перекручиваю их между собой в косичку. Края косички скрепляю. Заготовку булочки перекладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Бумага у меня антипригарная, поэтому я ее ничем не смазываю. Если вы не уверены в качестве своей бумаги для выпечки, то лучше смажьте ее сливочным или растительным маслом. А чтобы булочки в процессе выпечки не слиплись друг с другом, я из бумаги сделала такие вот кармашки. Готовлю следующую булочку-косичку. Также руками немного раскрываю тесто, раскатываю его в прямоугольник, смазываю готовой карамелью. Вес ее 70 грамм. Состав этой карамели такой же. В общем, всю процедуру повторяю. Последнюю булочку-косичку формирую аналогично двум предыдущим. Начинка у этой косички будет из сахара и корицы. Можно было поверхность теста смазать сливочным маслом, чтобы начинка лучше держалась, но я этого делать не стала. Заготовки булочек накрываю пищевой пленкой и оставляю их подняться на 20 минут. Включаю духовку, чтобы она прогрелась. Температуру устанавливаю 180 градусов. Булочки поднялись. Перед выпечкой аккуратно смазываю их молоком комнатной температуры. У меня ушло примерно 2 столовые ложки молока. Ставлю булочки выпекаться в прогретую духовку при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз. Примерно на 40-45 минут, в зависимости от вашей духовки. Мои булочки выпекались 45 минут. Они готовы. Снимаю их с противня и даю им немного остыть. Вот такие вкусные булочки у меня получились. Список продуктов, которые я использовала для приготовления этих булочек, вы сейчас видите на экране. В моей семье очень любят дрожжевую выпечку, но эти булочки любят больше всех других булочек и пирогов. Приготовьте булочки по этому рецепту. Думаю, что вам они так понравятся, что дрожжевой выпечки на другом тесте вы просто больше есть не захотите. Булочки по размеру не маленькие, поэтому у меня не получилось их красиво показать вблизи. Резкость все время скачет. И как жаль, что камера не передает запахи. Разломлю булочку, чтобы показать вам, какая она внутри. Она еще горячая, мягкая, ароматная и очень вкусная. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра и благополучия. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!